Всем доброго раннего утра. Перед вами наша любимая юрта. И вы уже догадываетесь, на каком языке я вам подарю заговор на монгольском. Как ни странно, но на языке кочевых народов заговоры и ритуалы помогают очень многим. Срабатывают практически у всех. Потому что у каждого из нас есть хоть капля кочевой крови. Кочевые народы, все время меняя место обитания, им приходилось, поскольку они в основном были воины и скотоводы, им приходилось с одного пастбища перемещаться на другое, пока они не стали оседлыми, пока не завоевали себе определенные земли, да, и не осели. Им приходилось так перемещаться, и поэтому очень часто, естественно, их дочери становились женами местных народов, среди которых они жили. Они себе брали в жены оттуда женщин. И много перемешалось кровей кочевников и оседлых народов. Поэтому, видимо, по этой причине практически у каждого, собственно говоря, жителя Земли есть капля кочевой крови. Той или иной. Неважно, не обязательно азиатской, тюркской, монгольской там, и так далее. Много было народностей, которые были европейского происхождения, но кочевали. Те же самые вандалы, остготы. Гунны вообще непонятная национальность, потому что вроде бы название хён, что означает воин, это с монгольского, да, перевод. Можно считать их азиатскими народами. Но если учесть, что описание гуннов совершенно противоречивое, например, римское посольство, которое гостило у гунского царя Аттилы, они видели совершенно иную картину. Они увидели голубоглазых людей, светловолосых. Сам Аттила был рыжеволосый, голубоглазый. И очень напоминал западные народы, очень напоминали племена викингов. Поэтому вот загадка истории, да, перемещение народов, великое переселение народов. Великое переселение народов было дважды. Это архаический период, когда народы переходили от одной страны в другую в поисках лучшей жизни, когда климат менялся. И второе переселение, великое, известное в истории, по крайней мере, нашей, не доисторический период, а наше время. Это во времена нашествия Римской империи, когда народы для того, чтобы спастись, переходили, перемещались, и тем самым, естественно, уносили с собой свою культуру и внедряли в другие народы, и наоборот. Это очень глубокая тема, мы уже об этом говорили много, у меня есть исторических лекций тем, например, да, «Удача кочевника», у меня есть целые лекции о том, как кочевые народы стали оседлыми, откуда у них была удача у степняков. Совершенно, вот смотришь, да, великая степь, обитатели великой дикой степи. Вот представьте, люди надеялись только на удачу, на духов, на силы. Поэтому у азиатских народов, у народов Малой Азии, Средней Азии очень сильная вера в духов. И никакие религии не смогли это убрать и не смогли это заслонить собой, потому что народы, они жили только своей верой на удачу. Что может дать голая степь? Просто так посмотреть. А ведь в этой голой степи возникли целые ханства, целые империи, целые народности, страны в итоге. Монголия, там чуть ли не 70% просто степь, ничего нету. Там не обрабатывается земля, вообще просто территория. Всего лишь 30% обитания. И то до сих пор живут в юртах. Люди, у которых есть частные дома, во дворе юрту ставят. Это память предков, понимаете, ничем не уберешь. И вот на что могли надеяться те же самые монголы?
великая степь, ничего нет, ничего не растет. На удачу, на духов. И только это просто беззаветная вера в духов и в то, что они слышат и помогают, помогала этому народу действительно из ниоткуда получать эту удачу. Вот, может быть, еще поэтому монгольские ритуалы, заговоры срабатывают практически у всех. Я говорю просто натурально голубоглазые, светлолицые люди, абсолютно славянское, скажем так, славянское лицо. И что мы видим? Монгольский ритуал сработал лучше, чем другие. Вот еще один заговор на монгольском я хочу вам подарить. Монгольские ритуалы, заговоры – это отдельная тема. Я рассказывала вам о человеке Сергее, который участвовал и в афганской войне, и в Чечне, и по Монголии ездил, просто лечил израненную душу. И привез целые тетради, собранные там у монгольских колдунов, причем очень бережно написано на монгольском русскими буквами и как бы перевод примерный. Очень многое я взяла за основу оттуда, но есть еще язык магии, который существует у всех народов, собственно говоря. Некоторые из них я изучала очень долго. Это суахили, это монгольский язык, который сам по себе язык, я не знаю, не могу говорить открыто, но именно язык магии, на котором можно составить ритуалы, я знаю. Ну и армянский, грузинский, естественно, следовательно, я это все, тюркский немного. Это мне приходилось изучать, поэтому я всесторонне знаю языки и знаю энергию этих языков. Итак, Бидай Чинхон, что означает «я есть воин». Этот заговор вам поможет отстоять свое мнение, свое желание в семье, на работе, собственно говоря, может, на суде даже. Перед тем, как идти говорить насчет себя или перед проверкой, например, или вот приглашает там на ковер ваш начальник всех, чтобы вам ничего не сказали, чтобы вас это не коснулось. Начитайте это на 4 стороны света, поворачиваясь на все 4 стороны света по одному разу. Получается 4 раза. Я воин на монгольском. Ну и, соответственно, слова, вызов духа воинов, вызов покровительства Тенгри и прочее. Чтобы у вас, чтобы все получилось так, как вы хотите, в вашу пользу решилось дело. Начнем. Бидай Чинхон, Бурхат Надат Туслач, Надас Дейш Тенгер, Бизориктой, Арслан Ишк, Бибюргет, Хюрц Харататай, Бибол Залтай Юннек, Биболь Ялак Дашкиюй Дичин. Да, вот такой вот язык. Биболь Дайчик Дундах Хан, Биболь Цергин Дарга, Агу Бурхан Тенгер, Надат Туслач, Им Байгас Салай. Есть несколько вариантов, несколько наречий. Иногда я читаю так, иногда немного могу некоторые буквы не так назвать. Это не страшно. Вы произносите, скажем так, на слух. Для тех, кто 100 раз пишет под роликами можно, а можно ритуал, вот это на другом языке, изучите мои каналы, и все эти можно я заношу в черный список, потому что у меня терпения не хватит каждому отдельно объяснять, что через несколько дней эти ритуалы набраны, напечатаны под роликом, как правило. Поэтому имейте терпение и уважение. Еще раз читаю. Язык сложный, да, монгольский. Я еще стараюсь без таких более звуков, например, которые вы произносить не сможете. Итак. Бидай Чинхон, Бурхат Надат Туслач, Надас Дэш Тенгер, Бизориктой, Арслан Ишк, Бибюргет,
Хюрц харатаатай. Бибол зальтай юнек. Бибол ялак дашгиуих дайчин. Бибол дайчигин дундахан. Бибол церкиин дарга. Агу бурхан тенгер. Нада туслач. Им байгласай. Би дайчин хун. Бурхат нада туслач. Надаас дэш тенгер. Бизариктой. Арсланишк. Бибюргет. Хюрц харататай. Бибол зальтай юннек. Бибол ялак дашгиуих дайчин. Бибол дайчингин дундак хан. Бибол цергиин дарга. Агу бурхан тенгер. Надат туслач. Им байгасай. Итак, 4 раза поворачиваясь на 4 стороны света. И после этого можете спокойно идти на любые проверки, разговоры и прочее. Текст сложный, но очень сильный. Поэтому советую вам дождаться, когда Яна напечатает в течение нескольких дней. Тогда вы спокойно можете себе распечатать или переписать и пользоваться. Или перепишите на слух. Самое главное, чтобы основная часть вами была передана. Ничего страшного, если вы одну букву не так поставили или не так произнесли. Это не страшно. Всем удачи и всех благ.